Привет, дорогие друзья! В этой части видео приступаю к выращиванию цветка сон-трава из фоамирана. Этот цветок можно использовать, создавая различные украшения и цветочные композиции, и один из таких примеров я показала на фото в начале видео. Молд подбираю максимально схожий по жилкованию на лепесток прострела, а это еще одно название сон-травы. Беру истонченный проглаженный зефирный фоамиран. Как его прогладить, смотрите по подсказке, которая появится в верхнем углу видео. На максимально разогретом утюге в течение 6-8 секунд прогреваю фоам с помощью губки и высушенной влажной салфетки. Прижимаю к молду, чтобы получить красивую фактуру, и вырезаю по заданной выкройке. Два лепестка вырежу немного уже, чем остальные, и приступаю к обработке деталей. Центр немного растягиваю, углубив туда пушечки больших пальцев, чтобы скруглить деталь. А затем прогреваю край и подкручиваю в нужную сторону. Окрашиваю лепестки на 1/3 с нижней его части. Затем с изнаночной стороны покрываю акриловым лаком на водной основе и тут же посыпаю белой флок-пудрой. Даю деталям просохнуть 10-15 минут и буду собирать цветок. Как создать такую серединку, смотрите в подсказке, которая появится в верхнем углу видео. Для розового цветка нужна именно такая серединка, а для белого окрашивать пыльники в оранжевый цвет я не буду, оставлю их светло-желтыми. Подклеиваю первый ряд из 4 лепестков, и в этом варианте цветка стараюсь избегать строгой симметрии. В этом цветке нет чашелистика, поэтому прикрыть им клей, который вышел за границы детали, не получится. Клея наношу немного, и если вам удобно, можно заменить его на секундный клей. Теперь обработаю второй ряд лепестков, где 4 такие, как указано в выкройке, а 1 немного уже.
После того, как лепесткам второго ряда задана форма, окрашиваю их и покрываю флок пудрой так же, как и детали первого ряда. И приступаю к сборке. На этом можно завершить сборку, но для моего украшения буду делать многолепестковый цветок, поэтому продолжу подклеивать третий ряд лепестков, состоящий из 6 штук. Вариант многолепесткового цветка собран, а сейчас покажу, как я собираю симметричный 6-лепестковый и 9-лепестковый цветок. Обрабатывать детали буду зажигалкой, чтобы показать еще один вариант создания формы. Друзья, спасибо большое за просмотр этого видео, и чтобы не пропустить интересные новинки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и комментируйте этот мастер-класс. Многие сорта сон травы состоят из 6 лепестков, и на этом можно остановиться. Я подклею еще один ряд и покажу следующий вариант.
В украшении, которые буду создавать в последующих видео, я буду использовать 9 и многолепестковый цветок. С вами была Инна Жарая. До новой встречи!